Никто не ожидал, что этот вечер начнется как любой другой. Весь мир кей-поп погрузился в хаос. Тайон и Чунгук, два самых влиятельных имени в BTS, мировые суперзвезды, определившие целую эпоху, совершили поступок, который лишил дара речи не только фанатов, но и всю индустрию развлечений. Слухи циркулировали неделями. Тонкие намеки в социальных сетях, загадочные посты, внезапные изменения в расписании HYB. Но никто не мог сложить воедино всю картину. Затем, словно в идеальное время, чтобы шокировать весь мир, Тайон и Чунгук появились вместе, нарушив молчание совершенно неожиданным образом. Прямая трансляция началась без какого-либо анонса. Миллионы фанатов включились, ожидая непринужденной встречи. Может быть, песни, может быть, улыбки, но через несколько минут их сердце замерло. Чунгук смотрел прямо в камеру. Его тон был серьезным. Тайон сидел рядом с ним, спокойный, но в то же время напряженный. А затем Чунгук сказал то, что заставило всех зрителей податься вперед. «Мы что-то скрывали от вас, что-то важное». Интернет взорвался. Комментарии хлынули потоком. Слова «Take Alive» стали трендами номер 1 в более чем 60 странах. Сообщается, что офисы HYB в Сеуле были немедленно заблокированы, чтобы оценить происходящее. Даже инсайдеры не знали, что будет дальше. Ватунг и Чунгук заявили, что Next перепишет все, что фанаты, как им казалось, знали о внутренней динамике BTS. Стоящие за яркими выступлениями, за сценическими улыбками. Были месяцы тихого напряжения. Не между ними как людьми, а между их творческим видением и строгой корпоративной структурой HYB. Оба стремились к свободе, желая исследовать проекты за пределами тщательно контролируемой имиджа компании. По словам людей, близких к группе, Тайон и Чунгук тайно работали над чем-то масштабным, совместным художественным проектом, сочетающим душевный музыкальный диапазон Чунгука с кинематографичным и эмоциональным повествованием Тайона. Это был не просто очередной релиз саб-юнита, это было заявление. Сообщается, что HYB отверг эту концепцию несколькими месяцами ранее, назвав ее слишком рискованной и не соответствующей имиджу BTS. Этот отказ, как сообщают источники, лишь укрепил решимость двух айдолов. Они взяли дело в свои руки, снимая и записывая клипы втайне с близкими друзьями, без одобрения руководства, без надзора лейбла, и теперь выступают перед миллионами. Они подтвердили это. «Мы закончили тем, чем действительно гордимся», — Тайон сказал. «Это наше от начала до конца». Через несколько минут после объявления цена на акции HYB упала. Инсайдеры из индустрии просочили, что топ-менеджеры были совершенно застигнуты врасплох. Компания понятия не имела, что этот секретный проект вообще существует, пока он не был раскрыт миру. Тем временем фанаты потеряли рассудок. Twitter, Instagram и Weverse рухнули из-за трафика. Хэштеги, например, Take All проект, HYB Паника и Artists, а не продукты, стали мировыми трендами. Некоторые фанаты хвалили дуэт за их смелость, другие беспокоились о последствиях. Корейский журналист из индустрии развлечений написал: «Это, возможно, самый смелый шаг, который когда-либо делал любой участник BTS. Прямой вызов корпоративному контролю». Даже внутри HYB поползли руморы. Некоторые сотрудники тихо поддержали ребят, восхищаясь их смелостью. Другие опасались, что реакция компании может быть жесткой. Пересмотр контрактов, задержки проектов, даже ограничения. Но Тайон и Чунгук не отступили. Их послание было ясным. Это был бунт ради славы. Речь шла об искусственной правде. За этим хаосом скрывалось нечто более глубокое, связь, которую фанаты чувствовали годами. Тайон и Чунгук, которых часто называют родственными душами BTS, выросли вместе под всеобщим вниманием. Они делили триумфы, усталость, смех и одиночество. В каждом туре и во время записи они становились опорой друг для друга. Поэтому, когда они стояли вместе во время той прямой трансляции, это были не просто два айдола, делающих заявления. Это были два брата, отстаивающих свои творческие души. «Люди на самом деле не понимают, через что мы проходим», – тихо сказал Чунгук во время трансляции. Тайон кивнул, его лицо было тяжелым. «Мы просто хотим сделать что-то честное, что-то ощущается нами». Эти слова обрушились на каждого фаната словно цунами. Многие плакали, многие гордились, некоторые боялись того, что могло произойти дальше, но все согласились. Это была история. Неужели я положу конец дням BTS? Что же произошло дальше? Сообщается, что за кулисами царил хаос. Руководство HYB проводило экстренные совещания, пиар-отделы составляли заявления, а юридический отдел пересматривал контракты. Анонимный инсайдер корейскому СМИ. Никто не знал, что делать. Это было совершенно неожиданно. У HYB не было готового ответа. В то же время мировые СМИ подхватили историю. CNN Entertainment, Billboard и Rolling Stone вышли с заголовками о подгруппе BTS, бросившей лейблу.
Даже западные артисты выразили поддержку, восхваляя Тайон и Чунгука за возвращение своей независимости. Но больше всего всех поразило то, что произошло дальше. Несмотря на все корпоративное давление, дуэт выпустил тизер, завораживающий красивый 20-секундный клип под названием «Beyond the Frame». Ни логотипа компании, ни спонсора, только их имена. И в этот момент все поняли, что это не просто трюк, это революция. Обратный отсчет начался в полночь по-корейски. Миллионы фанатов ждали онлайн, затаив дыхание. Каждая временная шкала, каждое сообщество, каждая прямая трансляция гудели от одного вопроса: сделают ли они это без HYB? Затем экран потемнел. Раздалась мягкая нота пианино. Слова за кадром появились белым на фоне темноты. Первым появился голос Чунгука, сырой, эмоциональный, лишенный студийной обработки. Это было не просто пение. Это было признание. Затем вмешался баритон Таюна, глубокий и завораживающий. Вместе они создали нечто большее, чем музыка. Это были боль, красота и правда, слитые воедино. Само видео было похоже на короткометражный фильм. Тихие городские улицы, зернистые закулисные кадры, искренние улыбки между дублями. Никакого причудливого освещения, никакого фирменного стиля. Просто два артиста, показывающие, кто они на самом деле. Через несколько минут интернет сломался. YouTube временно упал. Серверы Spotify зависли. За рамкой тема стала номером 1 в трендах по всему миру в течение 15 минут после релиза. Армии заполонили социальные сети реакциями. Это искусство. Это свобода. Хайп пытались заставить их замолчать, но они говорили громче. Тайкок просто все изменил. Критики были безмолвны. Один из рецензентов Rolling Stone написал: «Это не просто песня. Это декларация творческой независимости». Пока весь мир праздновал, Хайп были в смятении. Сообщается, что компания провела экстренную пресс-конференцию в своей единственной штаб-квартире. Журналисты заполонили здание, требуя ответов. Представитель Хайп сделал короткое, но напряженное заявление. Нас не проинформировали заранее об этом проекте. В настоящее время ведутся внутренние переговоры по решению этого вопроса. Но тон был ясен. У них не было никакого контроля за кулисами. Руководители спорили о том, как реагировать. Некоторые хотели подать в суд за нарушение контракта, другие предупреждали, что такие действия разрушат мировой имидж Хайп. Однако фанаты не молчали. Появилась огромная волна онлайн-петиций и хэштегов. «Защитите артистов Хайп, а не свободу творчества корпораций». К ним присоединились даже фанаты, не являющиеся поклонниками BTS, коллеги-музыканты, режиссеры и студенты-художники. Хайп внезапно оказались против всего мира. Эффект распространился далеко за пределы Хайп. Другие кей-поп-агентства начали пересматривать степень своего контроля над айдолами. Более мелкие лейблы восприняли это как сигнал о том, что даже крупнейшая компания мира не может вечно подавлять истинное искусство. Музыкальные аналитики предсказывали, что это может стать поворотным моментом в творческой свободе кей-поп. Продюсеры шептались, что модель Тайкок, независимое производство, поддерживаемое фанатами, может изменить будущее индустрии. И все же среди всего этого хаоса Тайюнг и Джунгкук хранили молчание. Никаких интервью, никаких заявлений. Только их творчество говорило за них. Несколько дней спустя всплыло закулисное видео, вероятно, снятое одним из их друзей. В нем Чонгук смотрит на Тайюнга и тихо говорит: «Что бы ни случилось дальше, я рад, что мы сделали это вместе». Тайюнг мягко улыбнулся. «Мы справимся с этим, как всегда». Эти несколько секунд стали виральными, доказав, что их связь и как артистов, и как братьев крепче, чем когда-либо. За неделю альбом Beyond the Frame набрал более 200 миллионов просмотров и возглавил чарты в более чем 90 странах. Но больше просто, чем цифры, он вызвал разговоры об искусстве, контроле и смелости. Голливудские актеры, продюсеры Грэмми и мировые знаменитости начали публиковать посты в поддержку. Даже R.M.,
тонко упомянул этот момент в сторис на Инстаграме. Одна цитата. «Иногда правда говорит громче, чем правило». Фанаты тут же связали все точки воедино. Тем временем университеты начали изучать за кадром как пример современного цифрового бунта. Как два человека смогли разрушить целую корпоративную систему с помощью аутентичности и эмоций. Визуальные вокалы Чонгука, минимализм – все казалось продуманным. Они не восставали против хаоса. Они восстанавливали свою историю, и фанаты поддерживали их громче, чем когда-либо. После нескольких недель молчания HYBE наконец приняли смелое решение. Вместо того, чтобы наказать их, компания объявила о создании нового подразделения, посвященного проектам, созданным артистами, и редком публичном признании. Генеральный директор HYBE заявил на пресс-конференции: «Мы понимаем, что настоящее искусство не может процветать без свободы. Этот момент открыл нам глаза на новые возможности». Закрытыми дверями инсайдеры рассказали, что именно успех Тайюнг и Джункук стали причиной этих перемен. У компании не было выхода. Весь мир встал на их сторону. Сами участники BTS были горды. Сообщается, что позвонил Тайюнгу и сказал ему: «Ты все изменил». Во время прямой трансляции Шуга заметил: «Вот как должно выглядеть искусство. Бесстрашное и искреннее». Впервые за много лет HYBE, похоже, понял, что власть принадлежит не только корпорациям.